Здравствуйте! Вы на канале Мир это просто, меня зовут Алексей. Мы сегодня в стрелковом комплексе Ловчий Плюс, что находится в городе Тольятти. С нами сегодня Александр Федорович, здравствуйте. Добрый день. Да, собственно говоря, основатель, собственник этого места. Мы сегодня с вами пройдем все, что здесь есть, это большое видео. Расскажем, покажем, все посмотрите. Начнем. Начинаем мы с вами нашу проходку, наше путешествие по Ловчему Плюс с центрального входа. Припарковались, заехали на парковку и идем сюда. Чего у нас здесь, Александр Федорович? Здесь у нас ресепшн. Да, это и есть главное место сбора. Здесь вам объяснят, из какого вида оружия вы сможете пострелять. Здесь все представлено на стендах. Девушки, которые руководят всем этим процессом, знают все калибры, знают все тонкости оружия, знают, соответственно, какого инструктора какому гостю предоставить, если это, возможно, дети, возможно, взрослые, те, кто более профессиональные люди, менее профессиональные. Ну, в общем, это то место, откуда начинается Ловчий Плюс. Вот. И обратите внимание вот сюда. Значит, чего я с вами всем предлагаю. Сейчас мы пройдемся по всем местам, где можно стрелять. Тарелочки, карабины, пистолеты, закрытые тиры. А потом вернемся, уже начнем ресторан, отель, баню, сауну, наверное. Не знаю, как правильно. Дальше все вместе посмотрим, что там у нас баня, а сауна. Договорились. Поехали. Так. Вот мы, Александр Федорович, пришли на площадку. Что это такое? Это стрелковая площадка, называется траншея. Здесь представлен олимпийский вид стрельбы. По-английски он называется трап. Можно потренироваться, можно поучаствовать в чемпионатах мира, Олимпийских играх, если вы покажете соответствующий результат. Вот. Но это для того, чтобы показать такой результат, нужно очень много и долго тренироваться. Оборудование позволяет, территория позволяет все это делать, оружие, которое есть в клубе, тоже позволяет. Боеприпасы, соответственно, все стандартизированы и сертифицированы под это. Опытные инструктора вам покажут, расскажут и научат такому благому делу, как стрельба. Да. Кстати, у нас с Александром Федоровичем есть про спортинг большое видео. Ссылочки будут ниже в описании. Александр Федорович, а сколько тут таких площадок? 8 стрелковых площадок, на которых можно стрелять из ружья по тарелочкам. А также здесь представлены 28 площадок, или, как мы их называем, галереи стрелковые. Это для нарезного оружия, где вы можете пострелять из пистолета, можете пострелять из карабина, или можете пострелять из ружья. Но ружье несколько иного вида, нежели на олимпийских видах. Поэтому стрельбище достаточно компактное, очень удобное в этом плане. И самое главное, безопасное. То есть, где бы вы ни находились здесь, и где бы ни происходили стрельбы, это всегда безопасно, надежно, и друг другу никто не мешает. Итак, дорогие друзья, мы находимся на площадке гостевой. Здесь обычно начинают свой путь люди, которые приезжают просто в гости, которые только начинают и так далее. Она очень удобно расположена, недалеко от ресторана, от места сбора, которое мы ранее показали в этом видео. Здесь тоже работают профессиональные инструктора. Так, тут я пару слов скажу от себя, Александр Федорович, что очень круто, очень здорово, что есть детская площадка. Соответственно, ребята, не с кем оставить детей. Такое бывает. Не всем везет так, как мне, с бабушками. Вот. Бывает, что не очень везет с бабушкой. Бабушка говорит, сами рожали, сами и сидите. Пожалуйста, приехали. Жена занимается с детьми, вы стреляете. Потом меняемся. Бывает и такое. Да. Что-то добавить? Итак, детская площадка находится в очень безопасном месте, хотя и вроде бы недалеко от стрелковых площадок, но тем не менее каждый ребенок любого возраста найдет себе здесь какое-то развлечение, там автомобиль, качели,
другие качели, карусель, батут и так далее. Поэтому не стесняйтесь, приезжайте, если у вас есть дети, мы их обязательно здесь чем-нибудь займем, они не будут вам мешать, когда вы наслаждаетесь стрельбой. Так, а как, Александр Федорович, называется это место? Ой, это место тоже для начинающих стрелков, но для начинающих стрелков из пистолета. Это такая вот коротенькая, узенькая галерея. Сзади нас вы видите, там мишенная обстановка. Вот здесь как раз и начинают те ребята, девчата, которые приходят, хотят попробовать из пистолета. Это тоже достаточно близко находится от ресторана. Вот, и чтобы далеко не ходить, тем более, когда непогода. Вот с этого места начинается обучение стрельбе из пистолета. Что интересно, в Ловчий плюс есть помимо открытых, да, множество галерей, есть еще и закрытый такой тир, да, как его назвать? Да, так именно так. Да, для чего он, Александр Федорович, пожалуйста? Это, конечно, хорошо для зимнего периода, в непогоду. Стрелки, спортсмены могут уйти в тир, спокойненько здесь потренироваться. Здесь работает хорошая вентиляция, хорошее освещение. Сзади вы видите всю мишенную обстановку. Все достаточно для того, чтобы поддерживать там какой-то уровень мастерства. Поэтому это очень важно, чтобы в зимний период не было разрыва между тренировками. Мы сделали вот такое закрытое помещение, закрытый тир, где люди продолжают заниматься и тренироваться в непогоду. Александр Федорович, насколько я понимаю, здесь мы стреляем пистолет или карабин пистолетного патрона? Совершенно верно, да. Только под это сертифицированное. С карабина в других калибрах стрелять нельзя, из ружья тоже нельзя. Ну, расстояние так, просто людям, да, скажем, да, маленькое. Соответственно, расстояние маленькое, и здесь стены все защищены бронесталью, а также деревянное покрытие антирикошетное. Поэтому все безопасно, все нормально, хорошо. Так, куда мы пришли, Александр Федорович? В логово, судя по надписи. Вообще это 100-метровый полуоткрытый тир. Здесь производится пристрелка оружия. Здесь происходит пристрелка прицелов. Это вот то, что необходимо охотникам в особенности. Также здесь находится оружейный склад, находятся оружейные комнаты, где хранятся и боеприпасы, и оружие, которое стоит на балансе у клуба. Все, соответственно, тоже сертифицировано, безопасно. То есть, да, охотники, ребята, кому надо что-то пристрелять, пожалуйста, сейчас мы вам его покажем. Покажем? Да, совершенно. Пойдемте. Так, мы дошли, соответственно, до пристрелки. Тут у нас, Александр Федорович, столики, да, какие-то удобные? Да, удобные столы для пристрелки, соответствующие станки, где можно закрепить, зафиксировать оружие, чтобы не было никаких погрешностей при пристрелке. Соответственно, труба оптическая, в которой можно посмотреть результаты вашей стрельбы. В конце галереи находится бегущий кабан. Это такая установка, которая двигается, и стрелок может попробовать свои навыки. Ну, охотник в данном случае. Шикарно. Да, он бегает и влево, и вправо, так что, пожалуйста, приезжайте, приобщайтесь к хорошему, точному и дальнему выстрелу. Так, Александр Федорович, куда мы, пожалуйста, пришли? Это вообще уникальнейшее место. Немного мест в мире, где есть такие площадки, как у нас. Глубина вот того карьера, который сзади меня находится, 92 метра. И когда мишени летают внизу, и стрелок стреляет вот так вниз, это очень здорово, люди приходят в восторг. И глядя на такие площадки, многие стрельбища в стране, не имея глубоких ям, вышли из положения, чтобы научиться стрелять. Они стали строить высокие галереи, такие эстакады, где находятся стрелки, чтобы вот освоить этот навык стрельбы вниз, делают. Поэтому это так называемая яма. Все ее знают в России. Все стрелковые клубы, спортсмены, которые сюда приезжают, они, конечно, в восторге от этой ямы. Для многих это большая серьезная проблема, научиться стрелять такие мишени. Ну, для этого она и есть, чтобы учиться. Слушайте, от себя добавлю, да, Александр Федорович, я, честно, у вас тут вниз не стрелял, обязательно приеду постреляю, мне самому интересно. Да, это очень интересно. Потому что стрелки говорят, что проблема, да, определенная, научиться совершенно именно подходящей. Абсолютно другая баллистика снаряда, ну, в данном случае там дроби или пули. Вот поэтому приезжайте, освоите эти навыки. Мало ли что, вдруг в горах придется какого-нибудь зверя добывать, и вы будете знать, как стрелять вверх и как стрелять вниз. Так,
Пойдемте дальше. Пойдемте дальше. Классно. Чего ребятам сейчас расскажем? Приехали с семьей, дети поиграли, постреляли, все устали, покушать захотелось. А тут, пожалуйста, ребята, бонус. Да, Александр Федорович? Да. Что это такое? Это наш ресторан. Вот таким дизайном, такой напоминающий охотничий, может быть, клуб, там, или не знаю, там, как это правильно будет. Вот, но, тем не менее, здесь хорошая кухня, здесь есть напитки на любой вкус, здесь есть дичь, что крайне редко встречается в нынешних ресторанах в городе, в области, да и в стране. А у нас есть и лось, и кабан, и косуля, и так далее. Поэтому, да, ребята, можете отдохнуть, попить чаю, если это какая-то непогода, выпить чашку кофе горячего, ароматного, можете вкусно поесть. Прохладительные напитки тоже всегда есть в наличии. Так что, пожалуйста, приезжайте, отдыхайте. В общем, весь комплекс активного отдыха представлен в нашем клубе Ловчий Плюс. Что интересно, да, что у нас помимо закрытого помещения есть еще открытое. Да, ребят, это очень крутой и очень большой бонус. Правильно? Одни бонусы. Одни бонусы. Какое-то у нас, да, получилось не обзорное видео, а видео хвалебное. Да. Но это ничего, это нормально. Мы на сим Александра Федоровича отпускаем. Спасибо. Дальше, ребят, да, будем смотреть, будет интересно. Все уже сами. Спасибо, Александр Федорович. Благодарю вас. Ну вот. До свидания, удачи, приезжайте. Да, а мы идем дальше. Ребят, вот мы с вами добрались до бани, так называемой, которую вы можете, опять же, всегда арендовать, провести здесь прекрасное время. Из плюсов сразу видно стол, то есть с ресторана еду можно заказать, можете с собой что-то привезти, все удобно. Там у нас комнатка, раздеться, тапочки одноразовые, полотенца и так далее. Пойдемте. Здесь у нас с вами чистейший, прекраснейший бассейн, в который, если честно, мне очень сейчас хочется нырнуть, борюсь с собой. Пойдемте. Дальше у нас непосредственно парная, которая сделана, честно говоря, по уму. Приглушенный свет. Печка находится ниже уровня пола, что обязательное условие для хорошей бани. Граждане, помимо прекрасной бани, помимо ресторана, в комплексе Ловчий Плюс есть еще и номера. Номера, надо сказать, совершенно нетривиальные. Такой стиль уютно, я даже не знаю, уютно-комфортный, что ли. Это мы находимся в люксе. В люксе? Подсказываю за кадром. В люксе. Пойдемте. Значит, уютная комната с двухспальной кроватью. Все в дереве, обратите внимание. Тут у нас, так сказать, комнатка, душ, туалет, по-русски говоря. Пойдемте обратно. Телевизор, диван, мягкий, комфортный, я уже заранее тут попробовал. Каминчик и бонус, ребята. Пойдемте в ту сторону. Ребята, и, блин, классный бонус. Это балкон, лоджия, там как угодно можно все это дело называть. Тут у нас стульчики, столик, кофе, чай, пожалуйста, вышли, сделали все нужные дела. Я в восторге. Пойдемте дальше. Ребят, сейчас мы с вами пройдем в такой, я бы назвал его центральным, если честно, вход. Потому как мы с вами зайдем, прямо у нас будет рецепция, налево у нас с вами ресторан, а направо у нас номер, несколько номеров и баня. Пойдемте. Зашли мы, ребят, с вами внутрь. Тут у нас обычно девушка нас встречает. В случае, если нет, соответственно, есть звоночек. Мало ли, куда-то по делам отошла. Туда ресторан. Туда у нас баня с гостиницей. Пойдемте. И обратите внимание, какая у нас тут по сторонам красотища. Если честно, вот, глаз радуется. Вот так уж серьезно, если. Просто вот, все в деревянном стиле. Стекло, дерево. Блин, супер. Пожалуйста. Тут немножко можно получить такое еще удовольствие. Что-то прикупить, например.
Тут у нас находятся, скажем так, комнаты, которые нам частенько бывают необходимы. И, соответственно, мы попадаем, можно выйти на летнюю зону ресторана, можно зайти в сам ресторан закрытый. Ой, ну что, приступим к самому вкусному. Ресторан мы вам показали ранее в видео. И вот, соответственно, то, что ресторан готовит. Одно из блюд меню. Сейчас попробуем, поделимся впечатлениями. Я не эстет, не гурман никакой. Просто крупный мужчина. Поехали. Кстати, скажем, что готовится здесь все на углях, да, как это называется правильно. Все свеженькое, условно говоря, живое. Сейчас снимем пробу, ребят, и цены здесь. Мы сейчас не будем говорить конкретно, но хочу сказать, что вообще недорого. Вот абсолютно разумно. Поехали. Если бы я был итальянцем, я бы сказал белиссимо. Очень круто, ребят. Очень советую. Блин, супер. Будем есть дальше. Поехали, короче, потом там другой посмотрит. Соответственно, господа, не умею, чего уж там строго не судите. Приступаем к ребрышкам. Я, конечно, не ивлев, понятное дело. Готовить я вообще не умею и даже не собираюсь начинать. Это реально вкусно. У меня нечего добавить. Очень вкусно. Приезжайте, сами попробуйте. Ребят, у нас был розыгрыш от Ловчего Плюс. Мы пускали это в соцсетях. Разыгрывали выстрелы с пистолета, с инструктором, с карабина, значит, по тарелочкам, как я люблю говорить. Еще ужин в ресторане, там, ну и еще кое-что. Вот у нас один из выигравших людей. Пожалуйста, здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Татьяна. Татьяна. Татьяна у нас выиграла пистолет. Я правильно понимаю? Правильно. Правильно. Все было честно? Честно. Все хорошо. То есть, по-моему, там репост был у нас что-то, да, там Репост, такое? и можно было выбрать, что именно Вот как. хочешь выиграть. Я выбрала пистолет, стрельбу из пистолета. Я темный человек, а я еще тоже нажал там. Оказывается, наверное, Елена у нас, кто этим всем занималась, она, походу, видела, кто что нажимает. Да. Скорее всего. Скорее всего. Вот, век живи, век учись. Так, стреляли ли вы до этого? Один раз. Один раз. Да. Много ли? Один раз. Ну, много ли штук? Нет, 2 раза всего, 2 выстрела. Один раз, 2 раза. Ну, людям расшифруем. Соответственно, стрелял человек у нас 1 раз, был, грубо говоря, в Ловчем. И всего 2 выстрела. Ну, будем считать, миниатюрное знакомство с оружием было. Сейчас мы отстреляем чуть побольше. Да? Да. Да. Поехали. Пистолет был продолжением вашей руки, видите, да? Угу. Не было нигде свободного пространства. Левой рукой прикладываем ладонью к рукоятке пистолета, 4 пальца под спусковую скобу. Да. Ваша задача только плавно нажимать на спусковую. Давайте вдох, выдох. И плавненько тянем спусковой крючок на себя. Замечательно. Не бойтесь, эта гильза отлетает, не страшно. Еще раз. Высоко немножко. Не переживайте, не переживайте. Всё. Опять вдох, выдох, корпус чуть вперед. Вот так. Коленочки слабые. Вот. В таком положении. Вот. Не вытягиваем, плечи не поднимаем. Вдох. Вот и все. Плавно. Вот как тянуло плавненько спуск, так и тяни. Давай. Хорошо. Значит, мы на том же месте. Мы отстрелялись. Как ощущение? Страшно, но здорово. А почему страшно? Ну, не знаю, потому что не было такого, прям такого опыта. Здорово, правда, очень здорово. Мне понравилось. Так, тут момент, давайте-ка разберем для людей, потому что я, честно, уже забыл, как это, ну, когда знакомишься с оружием, да, давно это было. Вам было страшно, скажем, до какого момента? Или и во время тоже? Когда ты
Ну, я не знаю, как это объяснить, не передать. Это Еще дома. Волнение. Нет, волнение здесь уже началось, когда инструктор уже начал рассказывать, показывать, все объяснять уже до этого. Ну и первый выстрел, мне кажется, наверное, был прям такой самый волнительный, чтобы понять, как правильно. Но по мере все немножечко прошло или нет? Ну, все равно мандраж немножко остался. Вот, ощущения сейчас как, приятные? Приятно, да. Ощущения приятные. На том и завершим. Ощущения приятные. До свидания. Спасибо. Что получается? Еще 2-3 тысячи штук. Интересная штука, граждане, получается. Мы добрались до карабина. Но человек-то у нас, карабинчик, сейчас будет стрелять по блату. А почему? А потому что не смогли, да, Лен? Зовут Елена. Арт-директор Ловчий Плюс, да? Да. И у нас, получается, люди, кто выиграл, ну, не смогли, да? Они не приехали, поэтому пришлось мне заменить эту роль. Да, я Елену очень попросил. Я говорю, Елена прекрасная, пожалуйста. Я не смогла отказать Алексею. Вот. Стреляем. Поехали. Давай. Да? А здесь мушка и кругляшок, видишь? Диоптрический прицел. То есть смотрим в него, ловим мушку. Что у тебя должно получиться? Раз. Вот так вот. Мушка должна быть по центру. Ой, просто боюсь. палец положила и все. Я боюсь. Вот так вот ты должна. Ровно в центр. Мушка. А это вот эта мишень. Лен, чего думаешь? Как тебе? Слушайте, ну из карабинной, да, я стреляла впервые. Мне, Лёш, понравилось. Понравилось? Да, мне понравилось. Мне было нелегко. Для меня вообще всегда стрельба из оружия – это стресс. Да? Да, я всегда, меня всегда трясет. Это, конечно, не со всеми девушками происходит, но со мной именно так. Поэтому интересно. В конце я все поняла. Да, надо только Тренироваться. Да, и тренироваться. тренироваться. Чем больше ты стреляешь, тем меньше ты этого боишься. Ну, именно звуков, вот этой отдачи, ты по-другому уже начинаешь относиться. Да вообще, я уже, ты представляешь, до чего дошел, я по звуку слышу, что стреляет. Какая навеска, какой патрон и так далее, так далее, так далее. Леночка, спасибо большое. Да, спасибо вам за предоставленную возможность. Обращайтесь. Ловчий Плюс, все есть, обращайтесь, пожалуйста. Спасибо. От меня зависит, а не от оружия. Я могу взять его по-хозяйски. Вот моя мишень есть, я ее догнал и выстрелил. Я тяжелее ружья, вы тяжелее ружья, ты тяжелее ружья. Если я не дам, она меня не сдвинет. Может быть какая ситуация. Я перед выстрелом могу занервничать и подумать, сейчас я его брошу. И плавно закрываем. Все, оно готово к выстрелу. Готов? Пошла. Расслабил, коснулся. Выстрел. Выстрел. Раз, два, три. Выстрел. Так, как вас зовут? Дмитрий. Дмитрий, Алексей. Максим? Максим, Алексей. Так, Дмитрий, как вам? Ну, стрелял первый раз, и как бы в ощущениях, не знаю, даже я передать не могу. Классно. Да? Такой адреналин, не знаю, вперемешку с желанием попасть по мишени. Ага. Как-то. Ну и вообще это непривычно для меня, как человек, стреляющего первый раз, как бы держать в руках боевое ружье, грубо говоря. Ну, охотничье. Ага. Ружье. Ну, у меня нет слов. Вот. Я даже не знаю, что тут Вот. добавить. Новые эмоции, ощущения, да? Взрыв такой. Да. Так, товарищ, ну-ка рассказывай. Ну, для первого раза достаточно, да. Немножко, конечно, побаливает плечо, ну, а в целом нормально. Скажу, да. Нормально. Конечно, немножко не попал, но бывает. В следующий раз повезет. Правильно. Вот. Молодец. Ребята, а как, напишите в комментариях, вообще, вот если вам в 5 классе, да, дали ружье, ну, уже будем считать в 5, дали ружье, я бы лично вообще вот так спал бы. С улыбкой потом ходил 2 недели. Большое спасибо. Приезжайте. Всегда рады. Ребят, все подсняли, все посмотрели. Место прекрасно. Приезжайте, стреляйте, отдыхайте, кушайте, в конце концов.
парьтесь в бане. Ссылочки все в описании. На нас тоже там же. Вы на канале Мир это просто. Меня зовут Алексей Борода. Пока-пока.